Добрый день или добрый вечер, уважаемые зрители канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Сегодня мы с вами поговорим, что такое сад на рыболовных сетях. Что такое непосредственно сад 1 к 2, 1 к 3 и так далее. Отвечая на вопросы, задавал Алексей Рева и другие зрители. Я не знаю, для каких целей, скажем, углубляться, если абсолютно все рассказывать, все эти моменты, про эти вещи, у вас будет каша в голове. Будет просто каша в голове. Те значения, которые я даю, скажем, сейчас дал по жаберным рыболовным сетям, этого вам вполне хватит. То, что дам по рамовым, по ботовым, по режовым сетям, этой информации вам средних вполне хватит. Таким садом можно поймать рыбу в любом уголке России и не только России. Скажем, что такое, разберем, что такое на примере. Скажем, пример будет, скажем, стандартной куклы сетеполотна 150 метров. 150 метров. Что такое сад 1 к 2? 1 к 2 это означает, если у вас в жгуте на растяжку вот так, 150 метров. И садите сеть. Любой сад сети идет измерение ее по верху рыболовной сети. То есть, если даже какие-то записи непосредственно, они подразумевают в первую очередь это верх рыболовной сети. По верху рыболовной сети. А вот низ уже рыболовной сети дописывается. И какой сад дается? Значит, сад 1 к 2. Это полотно 150 метров, к примеру, должно быть посажено. Ячейка, вот так скажем, собрана. И с нее должно получиться по верху 75 метров. Это называется сад 1 к 2. Сад, допустим, 1 к 2,5, это получается со 150, она немножко будет ячейки подсобраны. И получится уже по верху 60 метров. Сад 1 к 3, это более плотно будет уже собрано сетеполотно. И со 150 метров получится 50 метров. Это называемый сад. Сад 1 к 2 и 1 к 3. Применение садов. По жаберным рыболовным сетям я уже вам дал применение сада. У нас сад, если быть более, скажем, грамотным и правильным в записях, скажем, жаберная сеть, к примеру. Жаберная сеть. И мы с вами, если кто, скажем, делает сад 1 к 2, жаберная сеть. Если кто делает сад 1 к 2, то эта сеть будет ловить рыбу, но не так эффективно. Почему? Потому что сам вот этот ромбик будет неправильной формы. Нет, он будет наоборот правильной формы, скажем, относительно рисунка и геометрии. Но для рыбы он будет неправильной формы, вот этот ромбик. И те значения, которые я вам даю, средних величин, допустим, жаберная сеть, то есть 1 к 2. Вот наш сад был, то, что мы рассматривали по жаберным сетям, у нас там идет 1 к 2 сад минус 10%. То есть 1 к 2 минус 10%, это означает, если вот такая запись, то есть сеть посажена 1 к 2,
что низ 1 к 2 и верх 1 к 2 минус 10%. Относительно верха. Если, допустим, сад, вот мы рассматривали там, к примеру, 10 плюс там, 10% плюс 5%, да, к примеру, то запись идет вот так. 1 к 2 минус 10% означает, что это верх, минус 10%, да, и плюс 5. Это означает запись, да, сеть посажена 1 к 2, вверх минус 10%, низ плюс 5. Плюс 5%. Плюс 5%. Это идет вот так запись. Да? То, что мы с вами готовили. Или, допустим, 1 к 2, минус 10%, плюс 10%. Означает, что вверх относительно 1, 2, 1 к 2 минус 10%, низ плюс 10%. Те значения, которые я дал вам по жаберным сетям, это средние значения, вам вполне их хватит. Да? Если кто-то хочет углубиться, скажем, да, жаберные сети тоже, как бы сад у них садится 1 к 3 на какую-то породу рыбы. Это уже непосредственно, если вы знаете, какую породу рыбы вы планируете поймать. Которую планируете поймать. Да? Ну, весь перечень как бы рыбы и районов я перечислять не буду. Но, скажем, сад этот имеет значение быть. Да? К примеру, даже с большим как бы уже непосредственно сталкиваясь с моментом, люди, которые выращивают карповых, да, породы рыбы карповых, они обращались ко мне с вопросом, что там не спускаются озера, да, чтобы выловить. Кому-то я предлагал мережи, да, кто-то их вылавливает мережами. Кто-то не умеет пользоваться мережами, просит сделать сетки. Так вот, как бы уже непосредственно годами испробовано для, допустим, вылова карповых, кто разводит этих карповых в озерах, то сад делается 1 к 3. 1 к 3 по жаберным рыболовным сетям. Также сад делается 1 к 3 для каких-то пород рыбы. Готовятся сети 1 к 3 по жаберным сетям. Это, скажем, в большей степени исключение под какую-то породу рыбы. А так она делается 1 к 2 минус 10%. Потому что должен быть ром правильной формы, да, и должен ловить рыбу. Жаберная сеть предназначена для ловли рыбы на жабры. На жабры, на створки жабр. Другого понимания в этих сетях нет. И лов рыбы происходит какой-то на жабры средний. Среднюю породу рыбы, если вы хотите поймать. Если вы поставите непосредственно, допустим, ячею 50 ячею там, в жаберную сеть и хотите поймать там 3-килограммовую рыбину, вы ее там поймаете, но очень редко. Которая рыба там, допустим, запутается у вас в этой, случайно запутается в этой сети. Просто случайно. Там какими-то своими колючками, хвостом, да, там, скажем, шипом, еще чем-то зацепится, усом, там, да, скажем, но она не будет поймана на жабры. Потому что, скажем, в 50-ку голова 3-килограммовой рыбины не войдет. Не войдет. Скажем, из-за того они и называются жаберные рыболовные сети. Также есть, допустим, и сад там 0,5, к примеру. Не 1 к 2, а 0,5, к примеру, да. Готовятся жаберные рыболовные сети на ловлю камбалы. Камбалы. Так вот там со 150 метров куклы получается сеть 100 метров. Там просто ячея больше, да. Ее ловят не на жабры, скажем, а больше, там, скажем, на ее непосредственные боковые плавники, да. Ее ловят, потому что ячею ставят порядка там 200, 220, 210 миллиметров. Ловят камбалу. Вот там применяется свой сад непосредственно, да, но это вот на эту породу рыбы, скажем, да. В других случаях рыбу вам значение я уже дал.
разнообразие садов, оно очень большое. Есть и сады, сети, скажем, рамовые сети, они подразумевают два вида, скажем. Первый это 1 к 2 посадка, второе это 1 к 3 посадка, да. Кто-то еще скажет 1 к 2,5. Да, есть, ставят 2,5, но какой-то эффективности в этой, ну, я не вижу. Просто звонит как-то клиент и говорит: Вадим, мне необходима сеть рамовая, да, 60 метров. 60 метров. Я его спрашиваю, почему такая позиция, почему 60 метров? Говорю, определенный вам нужен сад этой сети, 1 к 2, 1 к 3. Говорит, да нет, мне просто нужна рамовая сеть 60 метров. Ну да, там какая-то ячея, какая-то высота. К примеру, я посмотрел полотна, да. Смотрю, у меня кукла 150 метров. То есть, там посадить ему 1 к 3 получится 50. Посадить 1 к 2 получится 75 метров. Ну, что я ее там обрезать буду, что ли, это сетеполотно? Нет, я посажу в раму там 2,5, да, она будет 60 метров. Да? Ну, сказать, что это среднее между 1 к 2 и 1 к 3, ну да, можно сказать, что это хорошо, но какого-то большого эффекта в этом, ну, я не вижу. Да? Подразделения именно этого сада я не вижу. Также сад применяемый там разнообразный, там 1 к 2, 1 к 3. Есть равный сад, да, скажем, на таких сетях, как протяжные плавуны. Там сад есть, бывает и равный. То есть верх равен низу. Есть сети, которые так называемые трапеция. Трапеция. Что такое трапеция? Трапеция это когда наоборот верх больше, чем низ. Трапеция, сетями трапеция ловит непосредственно в верхних слоях водоема, на поверхности воды. Там применяют на какую-то породу рыбы, если ее ловят на поверхности, да, там применяют в основном сад трапеции. Но также и сетной сад применяют. На каких-то сетях непосредственно уже более профессиональный сад, непосредственно если трапеция. Трапеция по саду, к примеру, маркировка 1 к 2. 1 к 2 плюс 10%, минус 5. Это, допустим, маркировка сада трапеции. Трапеция также еще называют неводной сад. Неводной сад. То же самое, что это верх, идет вверх непосредственно, больше, чем низ. Это идет по саду трапеции. Далее мы рассмотрим такие позиции, как 1 к 2, 1 к 3. Это применение уже более, скажем, рамовая сеть, она считается профессиональная сеть уже. Она считается сама профессиональная сеть. Также есть там подразделения профессионально специализированные сети, уже непосредственно рама изготовлена. Там идут сады, я как уже сказал, применяются 1 к 2, 1 к 3. Также на плавунах применяется разнообразный сад для своей реки, для своего течения, для вихревых потоков. Непосредственно они разные бывают, плавуны, да. Также ботовые сети. В основном на ботовых сетях применяется сад 1 к 2. Там чистый сад 1 к 2. Да. В трехстенных режовых сетях там разнообразие, также есть сада, разнообразие. Там вот применяется, бывает 1 к 2 минус, там сколько-то, бывает 1, 2,5, да, 1 к 3. Это уже в режовых сетях непосредственно применение этого сада. Да. Скажем, в неводах, там, понятно, свои садовые значения. То есть разнообразие садов, оно большое. И так же, как по жаберным я объяснял сетям, да, смотря какая порода рыбы ловится. Бывает как в одну сторону, так же бывает и в другую сторону. Да. На примере там, карповых я вам, да, на примере камбалы рассказал. Да. Есть другие более породы рыбы, там по-другому применяется. Но вам вполне хватит тех значений, которые я давал. Для общей информации, да, пожалуйста, я вам рассказал. Ну, просто это будет у вас путаница в голове, да, как бы много лишней информации, которой вы потом запутаетесь же сами.
сами в ней запутаетесь. Те значения, которые я вам предоставляю, даю, вам вполне их хватит. Вполне их хватит. Спасибо за внимание.